Всем привет! С вами канал Вкусно и Кошерно. И сегодня в преддверии праздника Шавуот мы приготовим чизкейк. Этот пирог очень легкий, там в принципе печь надо только корж. И это один из моих первых пирогов, которые я училась печь. Итак, готовьте со мной, готовьте как я, готовьте лучше меня. Сначала приготовим тесто. Маргарин надо чуть-чуть растопить в микроволновке. Теперь берем яйца и отделяем желтки от белков. Я делаю это так. Разбиваю яйцо. Переворачиваю одноразовый пластиковый стакан. Надо взять желток. Вот так. И белок слить в другую тарелочку. То же самое проделываем со вторым яйцом. Разбиваем его. И аккуратненько переливаем белок в другую тарелку. Теперь смешиваем 2 стакана муки, разрыхлитель, желтки. Все это я сначала смешиваю ложкой, а потом миксером и маргарин. Хотя, в принципе, миксером не обязательно, можно просто руками. Теперь четверть теста оставляем в сторонку и выпекаем его отдельно. А в разъемную форму я кладу пергаментную бумагу, и оставшуюся часть теста надо разровнять по всей поверхности. Отдельно на фольгу я кладу четверть теста, делаю вот так, чтобы оно не было большим комком. И теперь выпекаем в духовке на 200 градусов по Цельсию где-то полчаса. Пока готовится корж, приготовим начинку. Теперь берем сливки и смешиваем с четверть стакана сахара. Начинаем на маленькой скорости и постепенно увеличиваем. Взбиваем до тех пор, пока сливки не станут твердыми. Теперь в другой миске смешиваем белки и 3/4 оставшегося сахара. Сахар я буду всыпать постепенно. Теперь берем творожный сыр, перекладываем его
в миску. И смешиваем белки с творогом. Обращательным движением. Все надо хорошо перемешать. Теперь добавляем сюда взбитые сливки. И тоже все перемешиваем. А тем временем наш корж уже готов. Надо подождать, пока он остынет, пару часов. И сверху можно выложить нашу творожную массу. Выкладываем сюда. И на творожную массу крошим вот эту вот часть, которую мы выпекли отдельно. Корж остыл. Теперь перекладываем творожную смесь сюда, в формочку. И аккуратненько разровнять по всей поверхности. Теперь сверху надо покрошить оставшуюся часть. Вот так вот руками делаем крошку. Теперь пирог должен настояться всю ночь в холодильнике, и утром можно кушать. С вами был канал Вкусно и Кошерно. Спасибо, что были со мной. Всех с наступающим праздником. И до скорых встреч. Увидимся.